Миллионы яблок, свежих, блестящих, еще вчера собранных с садов, оказались в мутной реке. Грузовики один за другим поднимали кузова и высыпали горы фруктов прямо в воду. В первые минуты зрелище казалось абсурдным, почти нереальным. Почему кто-то выкидывает еду, которая могла накормить тысячи людей? Но через неделю то, что произошло, потрясло не только жителей небольшой долины, но и ученых по всему миру. История началась в Польше, в районе Люблинского воеводства. Это место известно своими садами. Яблоки отсюда отправляют в десятки стран Европы. Но осенью 2018 года цены на фрукты обвалились. Фермеры стояли перед выбором – продавать урожай себе в убыток или уничтожать его. Для многих разоренных хозяйств это был вопрос выживания. Решение приняли радикальное – избавиться от миллионов килограммов яблок. Одни выбрасывали их на свалки, другие – в реку Буг, которая протекает через восточную часть страны. Тогда никто не думал о последствиях. Вода сначала скрыла ярко-красные и зеленые плоды под поверхностью, но через день река превратилась в странное зрелище. Целые поляны из яблок плыли по течению, застревали у берегов, накрывали собой заводи. Рыбаки смотрели на это с недоумением, дети бежали к мостам, чтобы увидеть необычный поток, но вместе с любопытством пришел и запах. Кислый, тяжелый, навязчивый. Тысячи фруктов начали гнить прямо в воде. Когда первые рыбаки заметили, что рыба поднимается к поверхности и хватает воздух, они поняли, что-то идет не так. Через несколько дней начали всплывать мертвые карпы и щуки, потом утки. Вода потемнела, словно задышала плесенью. Местные жители били тревогу, звонили в городские администрации и экологические службы, но чиновники лишь разводили руками. Никто не ожидал, что простые яблоки могут привести к катастрофе. Однако это было только начало, потому что ровно через неделю после того, как первые партии яблок оказались в реке, случилось нечто, чего никто не мог предсказать. Через неделю после первых сбросов яблок река изменилась до неузнаваемости. На ее поверхности лежал толстый слой гниющих фруктов, перемешанных с ветками и мусором. Поток шел вяло, словно вода потеряла свою силу. Запах стоял такой едкий, что подойти к берегу стало невозможно. Люди закрывали окна в домах, потому что вонь проникала даже ночью, и казалось, что въедается в стены. Ученые-экологи из Люблина приехали на место и сразу сделали первые замеры. Они ожидали увидеть лишь падение уровня кислорода в воде, обычное последствие разложения органики, но приборы показали аномалию. Кислород исчез почти полностью. Для реки такого размера это было похоже на внезапный обморок. Рыба не могла дышать, и каждые сутки на поверхность всплывали все новые и новые слои мертвых тел. Сначала это были небольшие виды, пескари и уклейки, но потом на берег выбросило огромного сома длиной почти 2 метра. Для местных жителей это стало настоящим потрясением. Такие рыбы могли жить десятки лет, переживая наводнения и морозные зимы. И вот теперь их убила не химия и не авария на заводе, а обычные яблоки, которые еще неделю назад считались символом изобилия. Но самое странное началось чуть позже. Журналисты, приехавшие освещать катастрофу, заметили в воде необычные скопления пузырей. Казалось, что река кипит в определенных местах.
Ученые объяснили, что это метан, который выделяется при гниении в огромных масштабах. Обычно такое можно увидеть в болотах, но здесь процесс шел прямо в русле крупной реки, и это уже представляло угрозу не только экологии, но и самим людям. Метан легко воспламеняется. К вечеру того же дня в одном из притоков реки загорелась поверхность. Кто-то бросил окурок, и слой газа мгновенно вспыхнул, словно бензин. Огонь длился всего пару минут, но кадры облетели местные новостные каналы. В тот момент стало ясно — история вышла из-под контроля. Простое решение фермеров избавиться от урожая превратилось в экологическую бомбу замедленного действия. Но и это было еще не все. Научные группы, которые приехали исследовать последствия, обнаружили другой неожиданный эффект. В воде резко увеличилось количество насекомых, комаров и мошек. Их личинки получили огромный запас органики, и популяция начала расти с пугающей скоростью. За считанные дни береговые деревни оказались окутаны облаками жужжащих насекомых. Люди жаловались на укусы, а больницы фиксировали вспышку аллергических реакций. Местные власти пытались реагировать, направляли баржи для сбора яблок, ставили заграждения в русле, распыляли химикаты от насекомых, но масштабы бедствия были слишком велики. Каждое утро река приносила новые горы гниющих плодов, и борьба казалась бесполезной. Фермеры же стояли на своем, они действовали из отчаяния, и многие даже не осознавали, что стали виновниками катастрофы. А между тем ситуация продолжала развиваться. Ученые заметили, что в воде начали появляться странные пятна. Сначала они думали, что это просто следы плесени, но под микроскопом оказалось, что это колонии бактерий, которые в обычных условиях встречаются только в канализационных стоках. И самое тревожное, среди них были разновидности, устойчивые к большинству антибиотиков. Для специалистов это прозвучало как тревожный сигнал. Ведь если такие бактерии попадут в колодцы или водопровод, последствия могут быть куда страшнее гибели рыбы. Тогда речь пойдет уже о здоровье тысяч людей. И пока экологи спорили, как действовать, в соседней деревне зафиксировали первые случаи кишечных инфекций. Люди уверяли, что пили воду из колодцев, которые раньше считались абсолютно чистыми. Паника начала нарастать. Жители требовали у властей срочных мер, но решения принимались слишком медленно. И тут внезапно всплыло еще одно обстоятельство, которое заставило экспертов задуматься. Часть яблок, выброшенных в реку, оказалась обработана специальными химическими препаратами для хранения. Эти вещества должны были замедлять гниение на складах, но в воде они дали неожиданный эффект. Вместо замедления началось массовое выделение токсинов. Это открытие стало переломным моментом. Простая картина — фермеры выкинули урожай. Внезапно обросла множеством новых вопросов. Что именно за препараты использовались? Насколько опасны они в воде? И главное, не окажется ли так, что река теперь отравлена на годы вперед? Ученые понимали, что все это лишь первые признаки куда более серьезной проблемы, но никто еще не знал, что самое страшное последствие яблочного потопа только приближалось. Вскоре стало ясно, что речь идет уже не только о реке. Потоки зараженной воды начали распространяться вниз по течению, и вместе с ними бактерии, токсины и тонны гниющих яблок. В деревнях, расположенных ниже по руслу, начали фиксировать массовую гибель скота.
Коровы и овцы, напившись из привычных водопоев, заболевали буквально за сутки. Их желудки раздувались, дыхание становилось тяжелым, а через пару дней животные умирали. Для фермеров, которые и так едва держались на плаву, это был новый удар. Журналисты, освещавшие события, показывали в своих репортажах жуткие кадры. Пастух ведет стадо к реке, но животные отказываются пить воду, словно чувствуют в ней угрозу. В другой деревне лошади сами вырывались из загонов и уносились прочь, лишь бы не подходить к берегу. То, что происходило, выглядело как кошмар из фильмов о катастрофах. Но это была реальность, снятая на любительские камеры очевидцев. Когда польские экологи направили первые официальные отчеты в Варшаву, в них звучали слова «экологическая катастрофа регионального масштаба». Но самое тревожное заключалось в том, что никто не знал, как ее остановить. Сжигать яблоки было бы решением, но их количество было таким, что это потребовало бы сотни тонн топлива и могло привести к выбросам в атмосферу. Доставать плоды из реки тоже было сложно. Каждая баржа выгребала лишь малую часть, а через день появлялись новые гниющие массы. Тем временем местные жители начали замечать еще одну странность. На мелководье, там, где раньше всегда можно было найти мальков и креветок, теперь завелась густая слизь, напоминающая зелено-черный ковер. Ученые быстро определили ее как сине-зеленые водоросли, но их концентрация оказалась аномальной. Вода буквально закипала от бурного цветения. И это означало только одно – токсины будут распространяться еще быстрее, а последствия станут непредсказуемыми. Когда первые анализы показали превышение норм по микротоксинам в десятки раз, у врачей возникли серьезные опасения. Эти вещества могут вызывать поражение печени и нервной системы. И хотя пока никто официально не связывал рост инфекций и аллергии в деревнях с рекой, совпадения были слишком явными. В это время на помощь польским специалистам прибыли эксперты из Германии и Чехии. Они привезли оборудование для очистки воды и начали ставить фильтрационные барьеры. Но, к их удивлению, проблема оказалась сложнее, чем они ожидали. Вместо того, чтобы разрушаться, некоторые токсины вступали в реакцию с органикой и создавали новые соединения. Их структура была неизвестна, и никто не мог предсказать, как они повлияют на живые организмы. Ситуация тем временем приобрела политический оттенок. Фермеры заявляли, что стали жертвами невыгодных рыночных соглашений, которые обрушили цены. Экологи обвиняли их в безответственности. Власти пытались удерживать ситуацию под контролем, но каждый новый репортаж из региона лишь усиливал гнев общественности. На митингах люди требовали наказания для виновных и компенсаций за потери. Но в гуще этих споров постепенно вырисовывалась еще одна куда более мрачная правда. Оказалось, что часть яблок действительно обрабатывалась специальными веществами, предназначенными не только для хранения, но и для защиты от грибков и насекомых. Многие из них были запрещены в странах Европейского Союза, но по серым схемам попадали на рынки. В почве эти препараты разлагались за несколько месяцев, но в воде давали непредсказуемый эффект. И именно здесь скрывался настоящий кошмар. Эксперты взяли пробы устьевой зоны реки и обнаружили высокий уровень хлормиквата, вещества, которое влияет на рост растений и может быть опасным для человека. Но что еще страшнее, в пробах нашли следы тиабендазола, фунгицида, который в больших дозах может поражать печень. И эти соединения начали накапливаться в донных отложениях. Это означало, что река не очистится даже через месяцы. Яд будет возвращаться снова и снова.
Местные жители начали всерьез опасаться, что их земля теперь проклята. Огородники замечали, что после полива водой из колодцев листья у растений начинали желтеть. В соседней деревне погиб целый улей пчел, и пчеловоды связывали это именно с токсинами в воде. Люди говорили, яблоки, которые должны были символизировать жизнь, превратились в оружие, убивающее все вокруг. И все же никто тогда не догадывался, что самый неожиданный удар еще впереди. Потому что через несколько недель в регионе начали происходить события, которых не могли объяснить ни фермеры, ни экологи, ни даже медики. События приняли новый оборот, когда врачи в ближайших к реке селах начали фиксировать странные симптомы у людей. Сначала это были жалобы на резкие головные боли и металлический привкус во рту. Потом появились более тревожные случаи. У детей возникали высыпания на коже, у взрослых внезапные приступы тошноты и сильной слабости. Многие связывали это с обычными сезонными инфекциями, но совпадение с катастрофой на реке было слишком очевидным. Журналисты, уже дежурившие в регионе, начали снимать сюжеты не только о мертвой рыбе и животных, но и о больницах, переполненных пациентами. В кадрах люди держали в руках бутылки с мутной водой, показывали свои колодцы и говорили одно и то же. Раньше эта вода считалась лучшей в округе, а теперь от нее все болеют. Ученые взяли дополнительные пробы, и их результаты ошеломили. Концентрация нитратов и тяжелых металлов в некоторых местах превышала нормы в 5-7 раз. Но загадка была в другом. Откуда в реке взялись тяжелые металлы, если речь шла только об органических отходах? Ответ оказался неожиданным и еще более тревожным. Когда яблоки начали гнить, они вытесняли кислород из донных слоев. В бескислородной среде начались процессы, которые подняли со дна старые осадки. И именно там десятилетиями скапливались остатки удобрений и промышленных сбросов. По сути, яблоки вскрыли скрытую рану реки, вытолкнув наружу все то, что десятилетиями оседало на дне. Эта новость стала шоком даже для властей. То, что начиналось как локальная трагедия, оказалось спусковым крючком для куда более масштабной проблемы. Власти в Варшаве срочно созвали заседание, где обсуждали введение чрезвычайного положения в регионе. Но пока политики спорили, в деревнях происходили новые пугающие события. Местные рыбаки, которые пытались спасти свой улов, начали замечать странных существ в воде. Они утверждали, что рыба изменилась. У некоторых карпов появлялись язвы на чешуе, у других – ненормально вздутые животы. Обыватели быстро подхватили эти рассказы, и в регионе пошли слухи о мутантах. Ученые, конечно, не подтверждали такие слова, но признавали, что токсины и бактерии действительно могут вызывать деформации у водных организмов. Тем временем внимание СМИ усиливалось. В регион приезжали корреспонденты из Германии, Великобритании и даже Соединенных Штатов Америки. Репортажи показывали на центральных каналах. Река, которая превратилась в черную ленту с плавающими гниющими фруктами и мертвой рыбой, стала символом человеческой ошибки и безответственности. Люди по всему миру писали комментарии, как можно было допустить такое.
Самыми шокирующими стали кадры, снятые на рассвете местными жителями. На них видно, как из реки поднимается густой белый туман, который медленно стелется по берегам. Сначала это выглядело живописно, но позже люди начали жаловаться на кашель и удушье, когда этот туман накрывал их деревни. Ученые объяснили, что это комбинация испарения метана и сероводорода, которые выделяются при гниении, и вдыхать такую смесь опасно для жизни. После этих кадров власти не могли больше игнорировать проблему. В регион ввели спасательные службы и военных. Началась масштабная операция по очистке реки. Баржи выгребали яблоки, химики распыляли нейтрализующие реагенты, вокруг колодцев ставили охрану. Но у специалистов была еще одна скрытая тревога. Не поздно ли? Ведь токсины уже проникли глубоко в почву и грунтовые воды. Именно тогда всплыла еще одна деталь, которая перевернула все понимание происходящего. Несколько независимых экспертов заявили, что масштабы бедствия не могли быть вызваны только яблоками. Их исследования показали, в реку вместе с фруктами попадали и отходы из хранилищ, где использовались химикаты и пестициды. Если это подтвердится, то речь пойдет уже не о случайной катастрофе, а о преступлении. Эта версия повисла в воздухе, и люди начали задаваться новым вопросом: было ли все это лишь трагической ошибкой? Или кто-то сознательно превратил реку в свалку, понимая, что последствия будут катастрофическими? Расследование затянулось на месяцы. Экологи, химики, юристы – все пытались найти главный источник катастрофы. И постепенно всплывала шокирующая правда. Несколько фермерских кооперативов признались, вместе с яблоками в реку попадали отходы от складов, где использовались сильнодействующие консерванты и фунгициды. Формально это были нелегальные партии препаратов, запрещенных в Европе. Их нельзя было утилизировать официально, и потому часть предпринимателей решила избавиться от них так, чтобы никто не заметил, под шумок массового сброса урожая. Для жителей региона это стало ударом не меньше, чем сама экологическая катастрофа. Выяснилось, что не все яблоки были простыми плодами с деревьев. Многие из них были обработаны химикатами в огромных дозах, чтобы дольше сохраняться на складах. И именно это сделало реку смертельно опасной. Ошибка оказалась не случайной, а связанной с жадностью и халатностью, но последствия уже было невозможно отменить. Река, которая когда-то давала жизнь десяткам деревень, теперь стала символом отравления. Рыба в ней так и не вернулась в прежнем объеме даже через год. Многие семьи покинули свои дома, опасаясь за здоровье детей. А те, кто остался, жили с постоянным страхом. Что скрывается в колодцах? Что теперь течет по почве? Какие болезни еще могут проявиться? Ученые, подводя итоги, назвали эту трагедию примером цепной реакции. Миллионы яблок, символ урожая и изобилия, превратились в оружие массового разрушения, потому что люди не подумали о последствиях. Гниение лишило реку кислорода. Газовые выбросы превратили берега в опасные зоны. Бактерии и токсины проникли в почву и воду. И все это случилось из-за одного решения – избавиться от урожая самым простым, но самым опасным способом. Когда международные СМИ подвели черту, они использовали простую фразу «природа всегда отвечает ударом». И в этом было что-то пугающе точное. Человек может строить плотины, сажать сады, регулировать цены на рынках, но если он нарушает хрупкий баланс, последствия становятся такими, что их уже нельзя контролировать.
Сегодня, спустя несколько лет, река частично восстановилась, но следы трагедии остаются видны. Местные до сих пор рассказывают, как однажды утро начиналось с запаха яблок, а закончилось кошмаром, который изменил их жизнь. И каждый раз, проходя мимо берега, они повторяют одну простую мысль: природа всегда берет свое.